Всем привет, ребят! Сегодня отойдем от обычной тематики про компы и немножечко хочу вернуться к тематике ремонта машины. Сегодня немножечко залезем в электрику. Проблема следующего характера, значит, у нас присутствует: не работала одна фара, то есть ни дальний, ни ближний. Одна при этом работала. Сейчас разберем самые простейшие моменты, которые могут вам помочь устранить эту проблему. Значит, включаем зажигание. Далее включаем ближний свет фар. Можно дальний, можно ближний. Не работает ни тот, ни другой. В первую очередь, что нужно знать профанам, значит, здесь у нас есть блок предохранителей под капотом. Здесь у нас есть релюшки и есть у нас предохранители. Соответственно, на каждую фару и на дальний, и на ближний свой предохранитель. А также на дальний и на ближний по одной релюшке. Получается, что если у нас выгорит один предохранитель на ближний, у нас не будет работать ближний. Я проверил две релюшки на ближний и на дальний. Их просто можно менять местами. Здесь есть взаимозаменяемые. Смотрим по схеме, где какие, К8 и К9. Меняем их, например, с отопителем печки К7, ведь отопитель печки работает. Ничего не меняется. Предохранители у нас F12, F13 и F15, F14. С предохранителем здесь полный порядок. Выгоревших нет. Конечно, само собой разумеется, я достал лампочку и проверил ее, не перегоревшая ли она. Нет, она в полном порядке. Это само собой разумеющееся, я это сделал в первую очередь, не считая предохранителей и релюшек. Далее, что следующее приходит в голову, это плохая масса, плохой массовый провод. Провод уходит туда, внутрь. Сейчас попробую подлезть. Провод уходит внутрь и крепится где-то возле крыла. Само собой, я его открутил, почистил там наждачкой, прикрутил обратно. То есть масса должна была, по идее, появиться. Но нет, все та же проблема остается. Далее я решил снять показания. То есть у меня есть мультиметр. Конечно же, не у каждого он есть, но в принципе он здесь может и не понадобиться. Я снял обе крышечки, чтобы сравнить левую фару и правую. Снял показания. Выставляем, значит, 20 вольт постоянного тока. И касаемся черным щупом массы, то есть черного провода, а красным проверяем синий и оранжевый. И что мы здесь можем наблюдать? Здесь приходит по 3 вольта, а так быть не должно. Когда лампочка запущена, то есть запущен ближний свет фар или дальний, у вас должно быть 11 вольт. 11. Значит, значение у нас не номинальное, и это может значить лишь одно, что все-таки масса, скорее всего, плохая. Конечно же, может что-то и с плюсовыми проводами быть, но я думаю, что все-таки масса, как правило. И что я сделал, как вы думаете? Я просто передернул этот провод, вот эту вот, точнее, колодку с проводами, куда заходит массовый провод. Передернул, почистил там контакты, вставил, и вуаля, все появилось. То есть масса у нас плохая, может быть не на самом кузове, а масса может быть плохая также еще в перемычках, в контактных группах. Это стоит иметь в виду. Еще один небольшой нюанс. Также проблема может таиться в подрулевом переключателе света и поворотников. Он может быть неисправен, и просто-напросто у вас может не гореть фара, а может быть даже и две. Или ближняя, или дальняя, и так далее. То есть эта штука тоже важна. Как поступил я? Я просто взял его в магазине, поставил, у меня ничего не изменилось, и я вернул ее обратно. То есть если замена лампочки не помогла, если предохранители у вас все в порядке, релюшки в порядке, если же все в порядке с массой, вы проверили, хорошо ее зачистили, как на кузове, так и в колодке, то есть смысл проверять наличие оборванных проводов. Возможно, какой-то плюсовой провод, либо же минусовой, то есть масса где-то оборван. Такое тоже может быть вполне. И это тоже легко проверяется. Выставляем на мультиметре значение прозвонка проводов. Берем электросхему ВАЗ-2109, инжектор у вас или карбюратор, находим ее. И затем по ней смотрим, куда и какие провода у нас идут. Прозваниваем их. Я не буду показывать это детально, я думаю, что просто подкину вам эту идею, а дальше вы разберетесь сами. Еще раз берете электросхему, смотрите, какие провода идут. Провода у нас идут, получается, от фары и в блок предохранителей. Само собой, его придется подоткрутить и снизу искать провода. На вопрос, может ли проблема таиться в блоке предохранителей. Да, может, но это также огромный, редчайший случай. Как правило, то, что я сказал изначально, и является вашей проблемой. На этом все. Вот такой вот незамысловатый ролик для профанов, возможно, таких же, как и я. Надеюсь, что вы устраните проблему, если она у вас будет с вашими автомобилями АвтоВАЗа. Ну, на этом все. Всего доброго.